Владимир Владимирович, уже известны итоги саммита НАТО в Вильнюсе, и интересно услышать ваше мнение по поводу того, как он прошел. Ну, если вам интересно мое мнение, то неинтересно он прошел. Мне, если честно, даже неинтересно было за ним наблюдать. Но пришлось, поскольку интересно было посмотреть, насколько неинтересно он пройдет. Весьма предсказуемо, безрезультатно. Пока, знаете, как говорят, все запасались попкорном, я на всякий случай запасся большим количеством чемоданов. Но могу сказать уверенно, что за время саммита ни один мой чемодан не пострадал. Точнее, одному все-таки перепало, но то больше от радости, что Украину не пригласили в альянс. Да и по отзывам, я слышал, саммит прошел не очень. Мне тут сразу президент Венгрии Виктор Орбан позвонил и сказал, что все прошло довольно скучно. На открытии никто из звезд не пел, грелки не надували, черешни не угощали. Все это говорит о чем? О низком уровне организации в данной организации. Элементарное неуважение к участникам мероприятия. Да чего далеко ходить? Я вон недавно в Кремле принимал Пригожина с 35 командирами Вагнера. Так там и то было интересней. И шоу-программа была зрелищная. Песков на усах ходил, Пригожин губу раскатывал. Я в ответ молча покашливал. Что еще? Провели конкурс на спинных татуировок. Лавров раздавал элитный овес всем желающим. Одним словом, организация была на высшем уровне. Все, как говорится, было схвачено, включая Суровикина. А возвращаясь к саммиту НАТО, как мы и ожидали, для нас по итогу ничего нового. Правда, мы не ожидали, что для Украины будет много всего нового. А с другой стороны, дадут им очередные леопарды. А толку? Западные танки горят так же, как и все остальные, даже лучше советских. Наши ребята вон проводили эксперимент. Они подбили этот хваленый леопард и тут же для сравнения подбили свой танк, чтобы наглядно посмотреть, какой лучше горит. И я вам скажу объективно, леопард сгорел быстрее. Возможно, потому что он был деревянный. Но наш танк пылал намного дольше. Вероятно, потому что экипаж внутри как-то пытался его потушить. Они просто были не в курсе этого спонтанного эксперимента. Опять же, передали Украине ракеты дальнего радиуса действия. Но они же себя никак не показали на линии соприкосновения. В тылу у нас, да, что-то показывают. Взрывают там какие-то мосты, базы отдыха, склады с боеприпасами. Но вы же понимаете, нам от этого ни холодно, ни жарко. Хотя нет, кому-то, наверное, там от этого все-таки жарко, но не нам. А по поводу обещанных Украине самолетов, тут все очевидно. Они предсказуемо действуют по принципу старой русской поговорки. Готовь саммит летом, а F-16 зимой. Но могу сказать уверенно, нам есть чем ответить на этот недружественный шаг. Медведев по этому поводу обязательно что-то напишет в своем твиттере. А он, как вы знаете, за словом в стакан не полезет. И единственное, что стало для всех понятно по итогам этого саммита, это то, что Зеленский не умеет говорить спасибо. Кстати, спасибо Бену Уоллису за то, что сакцентировал на этом внимание. Видите, даже мне сказать спасибо Уоллису не взападло. Да и в целом я считаю, что проблема не только в Зеленском и его неблагодарном киевском режиме. По сути, ведь все украинцы неблагодарные. Посудите сами, мы в феврале прошлого года по-братски внезапно пришли их освободить. Хоть кто-то из них спасибо нам за это сказал? Нет. Потом, вспомните, в начале апреля мы ради них совершили жест доброй воли и ушли из-под Киева и Чернигова. И снова благодарности ноль. Вернули им целый остров Змеиный, даже технику там свою оставили. Так они опять чем-то недовольны. Из Харьковской области ушли, таких вновь что-то не устраивает.
Единственный раз, когда нам сказали спасибо, это когда мы внезапно свалили из Херсона. И то спасибо говорили наши перепуганные военные. И у меня резонный вопрос. А если мы уйдем из Крыма и Донбасса, точнее, не если, а когда мы уйдем из Крыма и Донбасса, где гарантии, что нам за это хоть кто-то скажет спасибо? И раз уж мы заговорили о гарантиях, я считаю, что заявленные на саммите гарантии условий безопасности Украины не соответствуют условиям безопасности России. Потому что, на мой взгляд, для нашего государства тоже должны быть четко прописаны гарантии нашей безопасности.